Меня очень впечатлили бурятские столбы для коновязи, СРГ. И мы расположились невдалеке от них, чтобы был вид на горы. Это ритуальные столбы. Считается, что они доносят до небес молитвы, которые люди пишут на ленточках, которые они обвязывают вокруг них. Ветер колеблет эти ленточки, и таким образом небеса получают задания от людей или благодарности во славу Всевышнего. Погода обещала быть солнечная, но мы не дождались солнышка. Зато ветер был, и нас, в общем, сильно так он продул. Открытое пространство, температура близка к нулю. Но ничего, мы народ закаленный. В конце ролика я покажу, над чем мы работали, что получилось. Сейчас несколько вопросов. Дон Сантино. Заметил у вашего студента масло Брауберг. Если знаете, то как оно вам? Я не писал. У Володи завтра спрошу. О, да, собственно, Володя идет уже с пленэра. Но дерзкие краски такие, они очень насыщенные. В принципе, мне нравится. Большая достаточно палитра, особенно там у них есть всякие расфасовки, там по 24, по 32, вот которые по 32, те получше будет там. Такие более, вывели они более редкие такие, цвет такой. Видать, поработали люди не слабо. Майя Ханик Блюм. Подскажите, пожалуйста, как называется краска на водоэмульсионной основе на английском? Я живу за границей и не очень понимаю, что это за краска. Спасибо вам большое. Всегда с восхищением смотрю ваши работы и жду каждого эфира. Спасибо, Майя, большое. Вы знаете, в Америке, например, я не нашел водоэмульсионную краску. Там только акриловая. Поэтому я что брал? Я брал мел в спортивном магазине, ну, для вот штангистов. И разводил его ПВА, делал эксперименты. Ну, можно еще пластификатор добавить, нашатырный спирт для того, чтобы к плесени была устойчива. Но это все такой самострой. Я не знаю, что в этом случае делать. Вы знаете, может быть, кто-то посоветует, американские друзья, тянущий грунт. Гессу там продается, но он, по-моему, тоже на акриловой основе. Не знаю пока что, чем помочь. Давайте спросим помощь зала. Может быть, вы прочитаете на сайте Dulux. По-русски она так и называется. Водно-дисперсная краска. А может быть, европейцы или американцы придумали матовую или особо матовую краску на акриловой основе. Вполне возможно. Я просто не в курсе. Но вот эта матовая и особо матовая – это ключ к тому, что она будет тянуть. Я так думаю. Надо просто попробовать. Вася Пупкин. Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте, Вася. На слове «пошел» в магазин решил, что зачем-то для сугрева. А нет, за подштанниками. Если Крым знаменит своими винами, чем может похвастаться Байкал? Дегустировали ли что-нибудь из местных горячительных напитков? Байкал не любит дегустаций, как мне сказали. Поэтому мы строго тут сухой закон. Конечно же, ребята, по коньячку. Вино я попробовал, мне налили какое-то очень, очень симпатичное, но я не запомнил. Обычное такое полусухое. Массандра сюда не долетает. Я все полки излазил. Я из магазина не мог уйти. Нету. А я люблю бастарду, чтобы послаще такое, что-то такое десертное. Не дегустировал ничего другого. Извините, Вася. Ирина Рогова. Все, что хочется, надо попробовать. Пробую давно, в зависимости от задач и настроения. Но червяк сомнения наличествует. А что же я все-таки люблю? Опа. Все это значит ничего. Почему? Все. Разве это ничего? Вот все люблю. То есть ничего. Может быть, кстати. Ничто, да? Люблю ничто. Это. Ты есть то. Но безо всякого этого мне плохо. Про мои картинки иногда говорят, что они разные, как разными людьми написаны, сделаны. Пишу только с натуры или с головы. Это значит, я не нашла свой стиль? А найти свой стиль – это не приговор творчеству? Вот именно, кстати. А мне один
галерейщик американский сказал, что как будто бы разными художниками написано про мои картины. Я говорю, ну тебе нравится? Нравится. Я говорю, ну задача художника широко писать, максимально, ну, так вот, не придерживаться, знаешь, почерку, да, вводить букву А строго, так, можно прописную написать, а можно с разным наклоном. Можно жирно, можно тонко, все равно будет А. Это и есть наши эмоции, как написать эту букву А. Может просто напечатать на машинке кнопку А нажать. Но это не передает эмоции. Поэтому кто-то, мудрый человек, придумал вот эту вот скобочку с двумя точками, смайлики. Не смайлики, а вот скобка, две точки и еще тире. И уже человек улыбается или либо грустит. Ведь компьютер же не передавал раньше эмоции, а сейчас передает, ну вот текст. Но ходить даже можно по-разному. Вот сейчас скоро будет уже ужин. Можно идти в развалочку, можно прям по стойке смирно, можно бегом, а можно ползти на карачках. И это все будешь ты, Ирина Рокова. Наверняка у вас не одна сережка или, я не знаю, вот это брошь, вот это вот кулон я имел в виду. Чем их больше, тем женщина краше. Прическу. Хочется же, чтобы менялась иногда прическа. Волосы короткие, длинные, налысо. Цвет, например, можно изменить. Ну и вообще одежду. Что ж все время ходить в вечернем платье в присутствии. Вот это на службу. Но один раз можно, а потом надо их менять. Поэтому и картины также. Ваша индивидуальность будет проявлена в любом произведении, которое вы делаете. Карандаш, я не знаю, гуашь, ну, различными материалами все равно будете вы в каждом, даже если там будет несколько линий. А еще есть поговорка суфийская. Собака узнает своего хозяина, в какие бы одежды он ни рядился. Представляете, то есть вы будете видна всегда. Что бы вы ни делали, ваша рука, ваши эмоции, ваше сердце будет запечатлено в каждой работе, как бы вы ее ни писали. Я за то, чтобы художник был совершенно разный. Хочется и так попробовать, и так, и эдак. И все это наши пробы, разностильные такие, разнохарактерные, они-то и формируют наш стиль. Потому что мы смотрим, например, разных художников. О, смотри, как он это сделал, как он дерево решил. А этот как скалу решает, а этот небо. И мы это все пропитываемся этим. И потом в наших работах все равно мы проявляем свое что-то появляется, несмотря на то, что мы заимствуем какие-то разные решения. И это все гуляет, бродит, вот этот борщ, он становится вкуснее и вкуснее. Не забывайте про лайки. Они во время эфира, когда вы ставите, развитию канала способствуют сильно. Задавайте вопросы и заходите в мою онлайн-школу. Анонс для примера. 48-й урок в моей онлайн-школе. Букет сирени. Разные по цвету бутоны сирени на нейтральном сером фоне. При кажущейся простоте задача очень интересная и довольно сложная, потому что нам нужно научиться сравнивать тонкие отношения, нюансные, по большим пятнам. Когда глаз настроится окончательно, тогда будет все легко. И основная моя задача – вести вас к легкости в живописи, к тому, чтобы вы испытывали наслаждение, не трудности, сомнения, а наслаждение. Это достижимо. 48-й урок «Букет сирени». Не пропустите. Самое главное открытие, конечно, это вот цвет, работа с цветом. Как от одного пятна перейти к другому, к последующему, как найти вот эту вот тонкую грань. А она самое важное в картине, по сути. И ты ошибаешься на какую-то палитру, и все уже пошло на смазку. Поэтому для меня вот этот вот опыт, который я сейчас получаю от тебя, он бесценен. Пусть там это немного уроков, но это нужно знать. Это основа художника. Когда он это умеет, это уже дальше можно что-то развиваться, дерзить там, я не знаю. Но это как бы корень.